Всем привет! И сегодня я хотел бы рассказать вам о Samsung Galaxy A22. Погнали! И для начала хочу немного рассказать о первом взгляде на данный смартфон, ведь он является одним из лучших до 22 тысяч рублей. За эту сумму пользователь получает экран с частотой обновления 90 Гц, 48 мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, также батарею на 5000 мАч. Достойно ли это предложение внимания, сейчас как раз и узнаем. Во-первых, это Super AMOLED. Матрица с невероятно высоким запасом яркости, поэтому даже если солнце невыносимо яркое, экран Samsung Galaxy A22 все равно останется прекрасно читаем. Во-вторых, это частота обновления 90 Гц. Чем выше частота обновления экрана, тем четче, плавнее и приятнее глазу изображение, которое на нем показывается. Особенно это заметно, если пролистывать ленту новостей или, например, играть в игры. Однако есть один нюанс. Разрешение экрана составляет всего 1600 на 720 точек. Это всего лишь HD+. Поэтому пиксели будут видны невооруженным глазом, что несомненно является одним из минусов данного устройства. А теперь поговорим о производительности. Samsung Galaxy A22 имеет такой же чип, как и Galaxy A32. Процессор MediaTek Helio G80 и 4 ГБ оперативной памяти. Если смотреть тесты Antutu, то Galaxy A22 набирает чуть-чуть больше баллов, чем Galaxy A32, 185 тысяч очков против 160 тысяч. Объяснить это можно просто. Ведь разрешение A22 ниже, чем у A32, поэтому и запас мощности у него больше. Подходит ли Galaxy A22 для игр? Конечно же да. Если ультравысокие настройки вас не особо интересуют, и вы готовы смириться с постоянными просадками FPS в играх, вы можете спокойно приобретать данное устройство. Для тех же, кто предпочитает гейминг по полной, лучше не рассматривать данный вариант покупки. Что же насчет экрана 90 Гц? Конечно же, процессор, установленный в этом смартфоне, не сможет отрисовать данную частоту, поэтому невооруженным взглядом при использовании смартфона видны подтормаживания, лаги, что доставляет, конечно же, дискомфорт при взаимодействии. Ну и напоследок стоит сказать пару слов о камере. Помимо основной камеры 48 мегапикселей с оптической стабилизацией, этот смартфон имеет также 8 мегапиксельную камеру, это ультраширик на 123 градуса, и 2 мегапиксельную макрокамеру, а также еще один 2 мегапиксельный датчик глубины для размытия фона. Если обобщить все вышесказанное, то Samsung Galaxy A22 это неплохой бюджетный камерафон, который отлично снимает в любых условиях и даже в темноте. А ведь от этого смартфона больше не требуется. А вот 2 мегапиксельную макрокамеру можно убрать, ведь она просто не нужна. Ну и предлагаю посмотреть вам примеры фото. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, не забывайте про колокольчик, а также ждите новых видео. Всем удачи и всем пока!